Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за все, за поддержку, за подписки, за лайки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Сплетни о вас. Что нового на форуме ваших недоброжелателей? Что там новенькое придумали про вас? Удивимся в очередной раз. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас резонирует, вы себя узнаете, точно на вас похоже, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Звездочка. Скромная и со вкусом. Интеллект выше среднего, внешне привлекательная, наделена талантами, способностями. У кого-то прям миссия, призвание. Так себя ощущаете, хотите реализоваться. Некоторые вас воспринимают, люди, которые вас плохо знают, может, первый раз вас видят, там, начинают с вами коммуницировать, могут вас воспринимать как такую, ну, с короной на голове, да, холодная, надменная. Ну, надеюсь, при дальнейшем общении они понимают, что это всего лишь защитная реакция ваша. Интересная очень сигнификация. Так, женщина, которая сейчас старается держать баланс. Ну, во всем, наверное, старайтесь держать баланс. Может быть, вернуть ту самую пресловутую гармонию, чувство покоя, вернуть себе. Где-то защищаетесь в принципе. Может, даже старайтесь поменьше с людьми какими-то коммуницировать. А может, даже не с какими-то вам. Для себя сейчас очень важно побыть то ли в одиночестве, то ли в принципе как защититься, может быть, отдышаться, отлежаться, да. Так, вообще так интересно, тут вот это вот сочетание, мне так считывается, вас наделили высшие силы, тут может даже родовое передается, у кого-то способности, тут ведьмочка у меня вышла. Тут кто-то прям практика, у кого-то сила. И, знаете, вот эта карта, это как покровительство высших сил. А тут иерофант. Как будто бы не зря это у вас заложено. И чем больше, может быть, вы живете, чем больше вы понимаете, что, ну, вот есть у вас это какая-то там сила внутри. Это связано с эзотерикой, опять-таки, то тут как будто бы идет подтверждение тому, что вы это будете использовать во благо. Иерофант, человек, который постоянно обучается, не останавливается в своем развитии. Это духовный рост, развитие, это запрос души на то, чтобы, может, даже тут творить добро. Как будто бы тут защита высших сил, а тут как будто бы вы вообще как защищаетесь, вы стараетесь, может быть, знаете, такое ощущение, как будто бы защитить даже саму себя от, может, негативного воздействия окружающего мира, каких-то людей. У кого-то тут прям проиграется, вы не хотите уподобляться. Может быть, смотрите там на работе люди, как там, не знаю, какой род деятельности, как себя ведут. Может быть, там выгорание у кого-то, и вы это оцениваете и понимаете, и переживаете, и не хотите тоже где-то на себе это прочувствовать, это выгорание. Как будто бы к себе требования такие предъявляете и говорите, ну, я не хочу, первое, не хочу проживать жизнь такую, как там, может, какое-то окружение, там, может быть, женщина, может, коллеги ваши там. Почему-то тут такое идет у меня, у вас как будто видение своей жизни, своего пути, тут призвание, и в том числе для вас очень важно где-то не растерять вот эту саму себя. У кого-то очень важно не отказаться от своих каких-то мечт, да, а тут есть мечты по звезде. Очень важно тут даже не предать саму себя. Почему-то мне такая сейчас сигнификация идет. Опять тут у кого-то при наличии этих способностей, тут увлечение эзотерикой, психологией, если не будем сюда прям магический какой-то, да, посыл присоединять, вы можете быть очень хорошим психологом.
и людей считывать, и помогать им. И вот даже от того, что вы помогаете, вы получаете удовлетворение, радость. Да, тут как-то так. И вот чем больше вы живете, тем больше вы понимаете, что в этом может быть даже ваше призвание. По-другому вы не можете. Можете уставать от этого, да? Но без этого, без какой-то помощи людям, как пустота какая-то. Интересно. Умная, начитанная, эрудированная. Тут кто-то много языков может знать. Полиглот, да, такой эрудит. По Иерофанту, опять-таки, это все о ценностях. И тут покровительство высших сил. У вас есть четкое понимание, четко выстроенная иерархия вот этих ваших ценностей. Вот, что, допустим, вы никогда не переступите, да, я имею в виду, какие там моменты в вашей жизни, да. Четко понимаете, что для вас зло, что добро. Ну, это здорово. Так, такая у меня девочка вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, сплетни о вас. Кто распространяет? И, собственно, о вас о чем эти сплетни? Кто о чем? Соответственно, в контексте вас, что о вас? Так, давайте, кто о вас сплетни эти распространяет? И чего касаются эти сплетни? Что о вас? Ой, извините. Что у вас? Что у вас? Это сюда. А кто у вас сплетни эти распространяет? Начинаем. Кто у вас сплетни? Человек с разбитым сердцем, у которого много страхов. Тройка мечей, разбитые мечты, иллюзии. Сейчас, девочки. Треугольник, нифига себе. С одной колоды, с Монары вышел треугольник, да, тройка мечей. И тут любовный треугольник. Что ж ты будешь делать? Так, это мужчина или женщина? Давайте посмотрим. Кто у вас эти сплетни распространяет? Мужчина или женщина? Императрица какая-то. Ничего ж себе, женщина о вас сплетни распространяет. Фу-фу-фу-фу-фу. Кстати, энергетика, звезда также у нее тут, но тут сочетание звезда, влюбленная, туз мечей. Так, женщина может быть замужем, велика вероятность, не свободна, ребеночек есть. По влюбленным, тут и звезда. Такое у меня ощущение, как будто бы у нее может быть, ну, давайте так, какой-то то ли роман на стороне, может влюбиться. При этом амбиции тут будь здоров такие. Именно вот как будто бы в личной жизни она хотела бы, может быть, переиграть что-то по-новому в своей жизни, заново. Может быть, с новым партнером. Но еще тут, мне кажется, туз мечей и влюбленная, кажется, хотелось бы ей, но у нее не получилось. Тут или с новым партнером эти отношения выстроить. Тут ссора могла быть. И отдаление с каким-то партнером по влюбленным и по тузу мечей. То есть какие-то у нее тут
движуха и проблемы какие-то в личной жизни у этой женщины. И вполне возможно не один партнер. Так, вообще тут, ну да, вот смотрите, еще ж подтверждение этому точно треугольник, наличие третьих лиц в отношениях. У нее эта женщина находится в любовном треугольнике. При этом ее состояние, она тут опять-таки не получила желаемое, и тут же разбитое сердце. В связи с этим очень много страхов. Может быть, влюбилась, да, и опять-таки тут это ощущение, карта муза. Она себя такое ощущала. Она себя ощущала, вот как на крыльях она парила, а потом в один момент это сердце разбилось, эти розовые очечки, видать, как разбились, и тут она себя ощущает какой-то, ну, раздавленной, может быть, преданной, обесцененной. Ну, не случилось, не сложилось. При этом мужчина для нее какой-то, вот тут по карте всадник, вполне возможно, он для нее очень желанный. Ну, а он, скорее всего, тут по нижним чакрам к ней, да, вот как будто не выбрал. Или выбрал исключительно для любовной какой-то очень легкой любовной истории, сексуальной, я бы сказала. По всаднику это когда приехал, тогда и вовремя. Карта жадность, гроб. Ну, можно прочитать так, можно эту женщину смотрим, что она очень хотела его удержать, может быть, его внимание перевести на себя, дабы он, может быть, там, то ли влюбился в нее, то ли решился построить с ней более серьезный формат отношений. Ну, у кого-то вообще может проиграться, что женщина довольно-таки меркантильна, она рассматривала этого нового своего потенциального там, ну, как это сказать, любовник, не любовник, но нового мужчину, который вне семьи. Я говорю, я не удивлюсь, если у нее тут семья, и, может быть, мужчина не свободен, тот, с которым она что-то пыталась. И вполне возможно, тут, кстати, этот мужчина, а он рассматривал это просто как какую-то интересную, ну, сексуальную историю, да, скажем так, ни к чему не обязывающую. И я еще повторюсь, тут жадность, это может проиграться в плане того, что она меркантильная, хотела материально какое-то интересное себе. Ну, может, он ресурсный, этот мужчина, и она нам надеялась, если она с ним будет, то как минимум она материально не проиграет. А может нам проиграть, как, ну, прочитать это, вот, жадность, это нежелание вообще с этим мужчиной расставаться. Ну, карта гроб, не получилось то, чего она хотела. Как будто бы у нее вот эти все ее цели, там, которые она строила, она тут, знаете, не могу сказать, что тут прям исключительно девушка такая, тургеневская барышня, я не могу сказать, что она тут влюблена, то она и была влюблена, но кроме влюбленности у нее тут куча планов было. Может быть, параллельно с влюбленностью она тут еще продумывала, там, материально заинтересована была, свои какие-то там ставила на него, делала ставки на этого мужчину. Тут цели, тут 3 цели, как будто бы она хотела, может, 3 в одном, да, с этим новым мужчиной что-то, слово такое, даже организм, замутить, да, хотела. Параллельно решить еще свои какие-то проблемы. У кого-то проблемы в личной жизни, у кого-то в том числе материальные, улучшить, да, свое состояние. Может быть, со своим нынешним, там, кто у нее там, супруг или партнер, тоже этого касалось как-то разрулить эту ситуацию. Почему-то вот эти ее какие-то цели конкретные, такая дамочка конкретная, но она не учла тут, не учла какую-то то ли информацию, а точнее отсутствие информации. Она видела только вершину этого айсберга, как будто бы вот эту самую глыбу, которая под водой, она вот очень много информации то ли не получила, то ли не обработала этой информации. Смысл того, что тут получилось у нее как столкновение с этим айсбергом, с этой информацией, может быть, там со стороны, если у этого интересующего ее мужчины, там, семья, дети, там еще что-то. Вот такой нюанс. Может быть, еще, может, элементарно она рассчитывала, повторюсь, ну, что мужчина будет к ней по одному этому относиться. Один ей какой-то формат отношений может предложить, а он вообще об этом не догадывался. Подружили организмами и назад домой, да. Вот тут этот любовный треугольник и карта айсберг, это говорит о том, что третьи лица
вмешались, третьи лица настолько ярко проигрались, и все это, вот, в общем, у нее тут какой-то крах. Крах этих ее целеполаганий, крах ее каких-то планов выстроенных. Ну, такая у меня дамочка вышла. Уж не знаю, что-то тут какая-то такая движуха у нее в жизни происходит. Давайте я спрошу, каким боком она к вам относится, кто она для вас это. Да, сплетня, эта женщина о вас распространяет сплетни. Эта женщина, она подруга вам. Ваша карта. Карта крысы. Ну, тут... Ну, нет, это скорее не подруга, как знакомая. Можете иногда пересекаться. Карта парусник, это... Так, если... Вполне возможно, знаете, такое какое-то поверхностное знакомство. При ближайшем знакомстве вы, может быть, считали ее какой-то то ли нездоровый интерес, то ли вы ее прочли и как будто бы у вас отторжение. По дьяволу, может быть, вы для себя ощутили, ну, то, что она опасна, то, что она, может быть, какая-то лживая, может, какие-то эти двойные стандарты. Что-то такое вас могло напрячь это. Я спросила по работе. Ну, может быть, ну, не факт. Ну, даже, может быть, в прошлом. Ну, такое, как будто бы карта сова — это мудрость, отшельник. Даже если по работе, мне кажется, вы старались по отшельнику держаться подальше. Как будто бы вы свою мудрость проявляли. Может, какие-то вопросы общие там и решали, но при этом сознательно, вот вы то ли осознанно, то ли неосознанно, сознательно, несознательно, да, ну, держали дистанцию. Как будто бы вот вы догадывались или догадываетесь о том, что ну, вот такая дамочка, от которой нужно держаться подальше. И вот ваша карта, и тут показано, что в отношении вас эта женщина карта крысы. Тут или зависть, или какое-то вот желание вам навредить, или за вашей спиной что-то такое, как карта княгиня, тут карта крысы. Где-то желание самоутвердиться, где-то желание у этой женщины может показать вам, ну, знаете, такое какое-то между строк, что то ли у нее какие-то ресурсы есть, то ли она может себе позволить какой-то образ жизни, ну, другой. Ну, не хуже, знаете, не обязательно лучше, чем у вас, но не хуже, чем у вас. Тут что-то такое, какой-то вот такой нюанс. Подпишись на канал и поставь лайк. Ее эмоции в отношении вас. Урожай. Карта время. Ну, смотрите, эмоции в отношении вас уже длительное это время. Желание у нее наказать вас. У нее как будто бы огонь, это прям, может, злость человека. Она смотрит, карта урожай, на ваши, ну, не знаю, состояние. Начнем с, может быть, внешность, эмоциональное ваше состояние. Вообще, мне такое ощущение, как будто бы вы ее подбешиваете. Урожай, это может быть, если у вас там более-менее там ладится на работе или в семье. Но почему-то ресурсность она вашу видит. Вот, ну, тут, вот как будто она вас видит, тут вы как красивая конфета, да? Ну, образно, тут урожай. Ну, женщина ресурсная во всех смыслах. Уж не знаю, что именно ее там триггерит. Карьера, наличие семьи там у вас, наличие любимого мужчины. Не знаю, ваша реализация. Уж не знаю, девочки, у каждого свое. Внешность ваша. И как будто бы уже длительное время у нее по эмоциям ее подбешивает, ее вы выбешиваете. И желание вот наказать, чтобы у вас хуже было. Ну, вот такая дамочка, я не знаю, кто это. Но это не близкая подруга, сразу говорю. Это, ну, какая-то женщина, которая, как будто бы время от времени у вас информация о ней всплывает. И вы понимаете, что нужно от нее держаться подальше. Так, давайте. Сейчас у нее капец какой непростой и несчастливый какой-то такой период в жизни, если можно сказать. Какой-то тяжелый в личной жизни период. Так, то, что она там хотела, мечтала, у нее не сложилось.
Так, давайте сплетни, собственно, о вас. Это о чем она там говорит? О чем эти сплетни? Капец. На нее карты там выходили, звезда и влюбленные, да? А тут там как будто бы она не получила, по влюбленным не получила желаемое. И тут вот такой как перенос какой-то идет. Будто бы она, даже не могу понять. О чем это? Капец. Ну, смысл этого всего, тут она может рассказывать, что вы максимально себе информацию закрываете. И информация тут у вас такая какая-то, какие-то страсти по влюбленным, звезда, соперник. Будто бы в вашей жизни тут двое минимум мужчин каких-то присутствуют. При этом соперник, жертва. Так. Но внешне, как будто вы показываете по одуванчику какую-то легкость такое бытия. Ну, женщина такая вся как бабочка порхает, красивая такая, как будто бы особо ничем не обременена. Ну, все у нее хорошо, но она кому-то рассказывает, что это ваша как... ну, это иллюзия, это ваша как маска. На самом деле вы про себя вот эту информацию закрываете. Так, жертва, это вы... Чем это? Так, это у вас депрессия. Так, девочки, ну не знаю, что там у него в голове у этой дамочки, у кого это отыграется. Сегодня такой чудной расклад, не знаю даже. Так, смотрите, основное тут, о чем она может сплетни распускать, что у вас какой-то, допустим, был период в жизни, ну тут карта депрессия, ну вряд ли это депрессия, ну как разочарование. Разочарование может быть в мужчинах, может рассказывать, что тут карта шанса с каким-то князем, то ли мужчиной каким-то интересным ресурсным, то ли вы хотели построить отношения, то ли пытались, но карта гроб не получилось. Тут как будто после этого у вас карта баланс, будто бы вы восстановились. По аэрофанту тут может что-то новое дело, начали во что-то активно, там окунулись, у кого-то может новая работа, обучение, движуха какая-то в вашей жизни. А по аэрофанту это тоже, девочки, это новое что-то, начало. Это, ну, по аэрофанту. Может быть, даже, знаете, вот сочетание этих карт, как будто бы вы, может, захотели как смыть с себя предыдущий какой-то опыт. Но тут как будто бы вроде бы как вы восстановились, повторюсь, и где-то эту энергию, может быть, набрали. Вот тут такое, может быть, как она нам рассказывать о том, что раньше вы были там в более, допустим, каком-то плачевном состоянии, переживали, неудачи какие-то у вас в личной жизни тут было, а тут вроде бы все у вас тут более-менее восстановились, и теперь по карте шут-дурак, как будто бы вы ищете новые себе приключения на пятую точку, да. Опять-таки, ну, да, сплетни такие, что вы как будто бы не... Да, даже если вы
Тут в браке, в союзе с кем-то. Вот тут наоборот такой подтекст, что вы 100% с кем-то можете быть в союзе, в браке, но как будто бы этого мужчину вы держите не то что как про запас, да, извините, не очень некрасиво это скажу, но это так, это такие сплетни, на то они сплетни, что тут нет и правды в этом. Но тут как будто бы у вас есть, допустим, какой-то один мужчина, но параллельно с этим, по влюбленным тут, вы расставляете сети какие-то, и карта Эрос, ищете себе, сами понимаете, то ли нового партнера, то ли, ну, яркие какие-то эмоции вам для того, чтобы наполниться. При этом тоже подтекст такой, материалка, якорь. Вам нужен не просто там какой-то бомж Егор, да, или бомж, там, не знаю, Николай. Ничего плохого, ничего не имею против бомжей, но вот вы поняли подтекст, вам нужен ресурсный, материально какой-то обеспеченный мужчина. И тут карта Солнца, ваш какой-то эгоизм, где-то ваше желание вот блистать, тут как-то даже детская какая-то непосредственность. Почему-то я вот просто анализирую, там на нее сигнификация падала, она как будто бы полностью через призму собственного восприятия жизни, в том числе и негативную, у нее сейчас период личной жизни, она может рассказывать сплетни о том, что это у вас такое вот что-то творится, что как будто бы вы, имея там постоянного мужчину, не очень довольны тем, что у вас в личной жизни происходит, и при этом влюбленные, выбор, карта развилка, вы как будто бы можете что-то искать новое, игру какую-то ведете, ну, дабы где-то даже по звезде самоутвердиться. Опять-таки, какой-то тут соперник. Тут карта еще, карта жертва. Но я спросила, это вы? Как будто бы вот тут женщина, которая вырезала это сердце, да, и принесла это сердце в жертву. Но это не вы. Это какие-то третьи лица. Она может рассказывать, ну, это сплетни о том, что вы, вплоть до того, что используете мужчин. Это может касаться и одного мужчины, и второго. То есть, как будто может говорить о том, что тут вы сознательно, знаете, как играете чувствами, эмоциями мужчин. Получает мужчин то, что вы, ну, там, вам нужно. Как-то так. При этом тут такое, могут на вас карта рассказывать Луна и черная кошка. Ну, как будто бы вы совсем не белая и пушистая, той, которой вы там казались или пытаетесь казаться по Иерофанту. Да? Иерофант — это чистота, развитие духовное. Тут как будто бы вы можете этих мужчин использовать в собственных целях. И так в тени как остаетесь. При этом вы такой по луне манкая. Манкая, привлекательная, сексуальная для многих мужчин. Так, тут даже может, знаете, как-то говорить, что если вот тут вот ваша карта, карта разбитое сердце и карта святая вода. И тут это может, я уточнила, вот эта карта первая депрессия. Даже это может женщина рассказывать сплетни о том, что если у вас тут был какой-то печальный опыт, не получились те отношения, которые вы там планировали или хотели бы иметь, то вы где-то отчасти как будто бы, не то что там озлобились, не, но выбор, как будто бы выбор теперь делаете в сторону себя. Уже не позволяете себе сердце разбить. Уже по святой воде как будто бы, ну, знаете, научились как-то, может быть, с мужчинами себя так вести, что при этом вы точно не страдаете. Вы как будто получаете то, что вы хотите. Ну, у каждого свое, да, и знаю, что он там вкладывает в это понятие. Может, она считает, что вы там хотите, не знаю, что подарки от мужчин какие-то получать. Или уж, не знаю, там какое-то отношение такое, какое-то неземное. Я не знаю, что-то. Но смысл вот этого всего, что как будто бы вы тут научены вот этим горьким опытом, и вы уже как будто бы мужчин используете во всех смыслах. Вот тут так. Ну, я хотела как-то мягче это сказать, но тут по-другому никак не скажу. Карта собака, звезды, игра. Ну да, как будто бы вы какую-то свою игру ведете, и может быть даже если у вас тут не получается в полной мере даже вот этот формат влюбленных проиграть, то вы мужчин можете, как, знаете, как приближать как друзей, и через эту дружбу дальше вести какую-то как игру. Причем свою какую-то игру ведете. Тут по карте звезда,
Ну, вы точно как будто бы не теряете ничего, вы только приобретаете. Вам как будто бы скучно, вот если где вы сейчас находитесь вот в каком-то формате, да, взаимоотношений с каким-то мужчиной, вам в этом формате скучно. Она почему-то считает, что у вас параллельно есть, может быть, один или еще какой-то мужчина, и вы вот как какие-то вот эти сети расставляете, и игру какую-то ведете, будто бы вам скучно в какой-то вот этой вот серой, ну, не знаю, то ли бытовухе, то ли рутине какой-то. Вот как-то так, вот такие сплетни. Ой, прям вы какая-то матахари у меня вышли сегодня. Так, какой-то такой шпион в юбке. Хотел сказать, многопрофильность. Я не знаю, как это правильно сказать, дабы никого не обидеть. Ладно, это по-другому называется. Ну, девочки, вот не знаю, что-то она такие сплетни про вас распускает. А зачем она распускает сплетни такие? Ну, крысы. Ну, крыса она и есть крыса. Ладно, это какая-то зависть, это какая-то мелочность, это желание нагадить вам. Даже вот, ну, нагадить, да, потому что крысы, знаете, вот, когда вы приготовили там запасы на зиму, да, в каком-то, вот слово амбар, да, вот там у вас чуланчик есть какой-то, вы думаете, ага, вот зима придет, я туда зайду, а там у меня все наготовлено. Вы туда зимой наведались, а там эти крысы гадские все посъедали, да, и нагадили еще. Так вот это вот и она вот просто хочет нагадить вам. Ну, зависть какая-то. Чего ей не имется? Давайте спросим. Чего ей не имется? Да чего не имется? Просто карта метла сплетни распускает. Вот сплетни не есть сплетни. Ну, языком почесать вот хочется, о ком? Ну, о вас. Я не знаю даже, что спрашивать. Нужно ли вам бояться эту дамочку? Да, никого не нужно бояться. Ее так тем более. Карта рот. Карта стабильность. Сердце. А тут мне так как будто бы идет, знаете, кажется, тупик. Тут говорят, а вам нужно не об этом вообще как бы заботиться, вам нужно заботиться о своей семье, о своей стабильности. Карта сердца, любовь, просто думать больше о себе, а вообще как будто бы о ней вообще не нужно даже и думать, и заботиться. Карта тупик. У вас своя жизнь, и тут такое, ну точно как выражение. Собаки лают, караван идет, и чем лучше у вас будет все, тут в семейной жизни, в материальном, карта якорь и карта сердца, чем больше вы будете окружены людьми, которые вас любят, вас поддерживают, тем больше она будет тут пеной исходить, ну, уже не знаю, ядом, пеной, я не знаю, чем еще. Ну, просто сплетница, просто человеку хреново, вот она так самоутверждается, поднимает так настроение. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.